Здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, интернет, тот, кто первый раз даже открыл мой подкаст, добро пожаловать на подкаст «Просто о сложном». Прошлый подкаст был посвящен High Resolution аудио. Я вам немножко рассказал о том, как я пользуюсь плеером, через который слушаю музыку. Я рассказал и преимуществах и недостатках MP3. Я рассказал также о том, почему, по моему мнению, кто-то хочет слушать FLAC формат lossless без сжатия, а кто-то не хочет. И какие люди бывают, и для чего они, по моему мнению, покупают такую аппаратуру. Но также остался один незакрытый вопрос. Это откуда брать такую музыку, как ее слушать, где ее покупать или что делать. В общем, каким образом эта музыка будет попадать на наши цифровые плееры High Resolution. И сегодня мой подкаст будет посвящен как раз тому, каким образом и как я оцифровываю свою коллекцию и как она попадает на мой плеер. То есть я покажу в процессе этого подкаста достаточно быстро. Я постараюсь, как я пользуюсь программой. Программой я пользуюсь XR-кода 3 для того, чтобы оцифровывать с цифровых носителей, то есть компакт-дисков, в любой формат, какой вам был бы угоден, как это легко или как это трудно делать и с чем это связано. Поехали, спасибо. Итак, начнем с того, что нам, конечно, надо выбрать программу, которой мы будем пользоваться. Я перебрал очень много программ, поверьте мне, и выбрал одну из тех, которая мне показалась достаточно адекватная по цене и та, которая выполняет свои функции в полном объеме. Это программа X-Record 3. Вот есть веб-сайт, на него можно зайти и скачать программу, которая нужна для вашей версии. Я скачал программу для моей 64-битной Windows версии 10, и она у меня версия 1.73. Вот, для 64-битной. Я не знаю, я не скачивал Portable version и Console version я не скачивал. Я скачал вот эту вот, и эту версию я уже достаточно давно пользую, и эта версия меня совершенно устраивает. Я ее не буду сейчас прямо при вас скачивать, поверьте, она скачивается нормально и устанавливается. Но учтите, что версия эта реальная, и надо будет ее приобрести. Я вам еще раз повторяю, если пользуюсь какими-то программами, то стараюсь их купить. Ко всему прочему, эта программа не такая уж и очень дорогая, стоит порядка $24, 25, и покупаешь лицензию на весь оставшуюся жизнь и будешь пользоваться. Если надо, там забыл ключ, они тебе его возобновят, она нормально апдейтивается. Если вы видите, она может кодировать в очень большое количество форматов. Теперь перейдем к самой программе. Я вам сейчас ее покажу. Вот я ее запустил. Xcode 24-битная, она оформлена на меня. И посмотрите, какое количество файлов поддерживает эта программа. То есть вы берете диск, вставляете его в компьютер, и после этого вы можете совершенно спокойно кодировать его во многие вот эти вот форматы. Желательно, что при этом у вас был интернет. Сейчас мы покажем, почему желательно. Конечно, без интернета это тоже будет делать программа кодирования. Я выбрал заранее формат FLAC. Можно также настроить, куда она будет кодироваться. Я сразу же нажимаю, что это будет не сжатый файл. Я вам говорил, что я не пользуюсь сжатыми файлами. Нажимаю ОК. Теперь, куда она будет все исходное кодировать. Допустим, выберем и нажмем F, просто папочку, и выберем эту папку, выбор папки. То есть теперь все файлы будут выбираться там. Но самый фикус-пикус, как говорится, или самый фокус этой программы не в том, что вот так вот нажал.
Я вам сейчас расскажу. Во-первых, когда я вот выбираю сейчас для кодирования, для примера просто диск Квинов Great Hits. Выберу один из дисков из моей коллекции и ставлю в CD. Да, мой компьютер, я не стал освобождаться от CD, есть CD как раз для этих целей. Теперь я вставляю его. Компьютер мой будет сейчас определять этот диск, и я вам покажу, что будет происходить дальше. Дальше будет происходить, ну, я бы это сказал, некой магией. Если уже вы давно пользуетесь этой программой, то программа даже может определить, что вставлен диск, и вот она это и сделала. Смотрите, что происходит. Если вы посмотрите сверху, вот здесь вот, то тут просто дорожка. Если вы видите какое-нибудь бесплатное приложение по поводу кодирования, то она нам, конечно же, перекодирует вот эта дорожка, и ни обложки, ничего не будет, ни названия песен. Смотрите, что произошло сейчас при подключении к интернету. Она просканировала бескрайние просторы интернета достаточно быстро и нашла полностью на этот диск много вариантов названий каждой песни. В основном они все одинаковые. Вот они отмечены галочками. Сама она отмечает галочками все эти песни. То есть, если вы привыкли держать вашу коллекцию полностью нормальной, а не какой-то разбросанной, если вы действительно меломан, то вы будете поступать так же, как я. То есть, каждая группа имеет папку, в этой папочке имеется подпапки, это те диски, которые вас интересуют, которые вы скачали полностью. И каждая песня будет иметь название. Кроме этого, сейчас продолжим, мы нажимаем ОК и посмотрите, что происходит. Все названия вот этого первого диска у меня сразу же на компьютере. Неужели это неудобно? Теперь возьмем и посмотрим. Обложка. А обложка пустая. К сожалению, я еще не встречал. Я много очень дисков перекодировал, но обложки автоматически не подкачиваются. Теперь я делаю следующее. Мне же хочется иметь обложку на каждый вот этот вот файл. Я просто обведу все вот эти вот файлы. И что будет? Будет следующее. Поиск обложки. Обложку можно искать. То есть добавлять, если у вас есть фотография вот этой обложки, и вы хотите сосканировать и сами добавить, пожалуйста. А также можете искать в Google, в Bing или в Amazon. Смотрите, я открываю сейчас Google, он мне тут же находит обложку. Сравните, обложка и обложка. Я просто нажимаю, допустим, на эту вот обложку. Раз. Я ее выбрал, скачиваю. Естественно, скачиваю на свой компьютер, если эта обложка меня устроила, если это, допустим, вот она, большая обложка, к примеру. Что я сделал? Я сохраняю ссылку как, сохраняю, допустим, на рабочем, это HTML документ, я не хочу. Если я сохраняю не ссылку, сохраняю картинку, сохраняю картинку как, JPEG, сохраняю на рабочий стол, сохраняю. Закрываю браузер, теперь сворачиваю. И теперь вижу эту картинку. Сейчас мы ее найдем. Где она тут у меня? О боже. Сейчас я ее найду. Секундочку. Наверное, я ее в загрузке бросил. Ничего, сейчас я снова это сделаю. То есть, снова Google. Я не посмотрел, куда сохранил эту обложку. Вот, я сохраняю обложку, беру, сохранить картинку как. Беру новая папка, рабочий стол, сохраняю. Закрываю браузер. Да, она в новую папку. Смотрите, все у меня обведено. Теперь беру это, просто перетяну. И теперь каждая песня будет еще иметь прекрасную обложку. Также, если вдруг меня что-то не устроило, я могу здесь отредактировать. Это метаданные, исходящие файлы. Я могу проверить, какие файлы и с каким битом будут
сделаны после того, как я начну кодирование. И все. Теперь все эти файлы я хочу кодировать. Мне достаточно только нажать кнопку «Пуск». Начинается кодирование диска. Вы слышите, работает мой CD-ROM. И я продолжаю кодирование. После того, как я откодирую файлы, полностью все, я вам покажу, что делать дальше. Это очень-очень просто. И смотрите, программа официальная, все официальное, делается достаточно все быстро. После этого мне не надо будет там думать, ой, блин, что-то там апдейт не пришел, ой, что-то не получилось, ой, что-то как-то непонятно произошло. Вот я возобновил и сделал вот такой вот, ну, один файл. Я не стал копировать весь диск, я не стал, поверьте, весь диск он занимает примерно 10 минут. То есть все вот эти вот файлы, которые мной сейчас были скодированы, вот эти файлы, ну, это заняло бы примерно 10 минут. У меня они уже есть готовые, поэтому я не стал этого делать. Теперь любой вот этот файл, это файл, видите, уже прикрепленная обложка к нему, уже есть название, уже вот в этой вот папке, как вы помните, я назвал ее F, они назвали вот это Queen, то есть Great Hits, потому что так альбом этот называется. Я его просто беру, потом этот файл. К примеру, у меня, как я показывал в прошлом подкасте, мой плеер поддерживает карточки. Карточки надо брать скоростные, для того, чтобы эта карточка могла бы нормально воспроизводить ваши файлы. И, ну, они весомые все же, они очень качественные. И плеер надо быстро очень брать. Как в фотоаппаратах лучше использовать такие же вот хорошие microSD, так и здесь тоже. Я беру это microSD, вставляю в компьютер, просто перетаскиваю этот файл на microSD. Потом уже FIO автоматически определяет мои файлы. Я прекрасно прослушиваю кодированную хорошую музыку, которую мне не надо стесняться, что я ее где-то там взял. Она действительно куплена мной. Я ее скодировал на совершенно официальной программе и прослушиваю, наслаждаюсь. И гигантскую, поверьте, коллекцию вожу с собой, и мне это очень нравится. Какие можно сделать выводы из этого подкаста? Да, очень простые, что имея коллекцию, как я говорил уже в предыдущем подкасте, также нормальное вот такое программное обеспечение, также компьютер, который имеет CD-ROM, вы можете нормально перекодировать в формат без лишения качества этого аудиофайла, загрузить на ваш чудесный медиаплеер и прослушивать, где бы вы ни находились, музыку очень высокого качества и получать от этого наслаждение. На этом все. Спасибо и до новых встреч.